Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня будем с вами делать очень вкусное татарское блюдо, друзья. А какие нам ингредиенты нужно? Вы все увидите в описании под роликом. Что, чего и сколько. Друзья, сегодня мы будем готовить очень интересное блюдо азу. Азу, татарское азу, но от Мишани. А помогать мне сегодня будет мой племянник Лео. Лео, поздоровайся со всеми. Привет. Вот так. Поехали? Будем работать? Да. Пошли. А начнем мы, друзья, с чистки наших овощей. Вот, будем чистить картошку и сразу бросать ее в воду, друзья. Пусть она заодно и замочится, чтобы сошел лишний крахмал. Друзья, картошку мы почистили, промыли. Сейчас нарежем ее на произвольные кусочки. На какие вы хотите. Вот примерно вот такие кубики, друзья. Вот так. Друзья, вот на такие вот кусочки мы порезали картошку. Сейчас мы немножечко промоем ее. И с чего мы начнем? Начнем жарить картошку. Друзья, и прежде чем забрасывать картошку в горячее масло, чтобы не было у нас здесь салюта масляного по всей кухне, картошечку нужно просушить, друзья. Вот на бумажном кухонном полотенце, видите? Обязательно картошечку, ребята, просушить. Помыли и просушили. Друзья, зажгем нашу сковородочку для того, чтобы обжарить картошку. Нальем масло. Это 2 столовые ложки. Подождем, когда масло нагреется. И будем обжаривать картошку, друзья. Вот так. Сразу картошечку не переворачивайте, дайте ей взяться с одной стороны. Потому что от того, как зажарится картошка, как зажарится наше мясо, от корочки этой будет зависеть вкус нашего будущего блюда. Пока обжаривается наша картошка, нарежем такую говядину. Кстати, это блюдо делается или с баранины, или с говядины. Мы взяли шею и нарежем порциональные кусочки, примерно такие же кусочки, как наша картошка, друзья. Ну вот, друзья, давайте нарежем порциональные куски. Вот примерно вот такие вот кусочки, друзья. Это у нас говядина. Лео, любишь мяско? Да. О, молодец. Значит, когда мы сделаем, будешь кушать, да? Будешь снимать первый пробу и скажешь, вкусно или нет. Договорились? Да. Все. Мясо мы нарезали. Сейчас посмотрим, что с картошкой. Вот такая картошечка с такой корочкой. Она даст очень вкусный привкус в нашем соусе в будущем. Ну и мясо ждет. Теперь нам осталось нарезать только лук. Лук будем резать четверть кольца. Друзья, у нас был белый репчатый лук крупный. Мы его нарезали четверть кольца. Сей красный лук, друзья, мы нарезали пол кольца. Лук у нас уже готов. Перчики взяли красный и зеленый. Это будет рецепт от Мишани. Картошка почти готова. Давайте ее немножечко посолим. Слегка.
Еще раз перемешаем. И поставим в сторонку. Друзья, взяли кастрюлю, поставили на огонь, добавили столовую ложку масла. Масло нагреется, будем бросать мясо. Но мясо тоже обязательно должно быть сухое, чтобы не было лишних брызгов жира по всей кухне. Масло нагрелось, я думаю, можно отправлять мясо, друзья. Огонь не уменьшайте, пусть он хорошо сформирует хорошую корочку на мясе. И не спешите переворачивать. Друзья, и старайтесь обжаривать мясо одним слоем. Так оно быстрее обжарится и не будет вариться. И так оно быстрее запечатается. Вот так. Друзья, пока мясо обжаривается, давайте порежем перчик. Точно как мы такими кусочками, как мы резали картошку и мясо. Так. Вот такими вот порциональными кусочками, друзья. Ну и точно так мы с вами порежем помидор. Подножку в стороночку возьмем. И тоже можно точно на такие же кусочки мы порежем с вами помидор. Вот так. О, чувствуется уже запах, друзья, мяса жареного. Хочу вам сказать, это будет блюдо татарской кухни, но от Мишани. На мясе стала появляться коричневая корочка. Давайте мы это мясо вымем, а другое мы закинем, чтобы оно зажаривалось одним слоем. Меньше огонек сделаем и будем вынимать мясо. Друзья, первую порцию мяса мы вынули. Сейчас забросим вторую порцию. Жарится следующая порция мяса. Сейчас мы перевернем. Посмотрим, как оно зажарилось. Отлично. Дадим еще хотя бы минутки 2 на большом огне и добавим мясо, то, что у нас уже обжарилось. Посмотрите, какая красота, как оно жарится. А овощи и огурчики ждут своей очереди, друзья. Друзья, давайте сделаем меньше огонек. Бросим наши специи в масло. Дадим им возможность прогреться и перемешаем. А какие специи, друзья, все будет у нас в описании под роликом. Отправим уже готовое жареное мясо с соком совсем. Вот так. И все вместе перемешаем. Давайте добавим сейчас столовую ложку пасты томатной. Вот томатную пасту мы добавили. Сейчас мы ее прожарим. Так она будет более слаще. И не будет у нее железного привкуса. И будет более вкусно, друзья. Вот так. Друзья, мы добавили немножко соли, немножко сахарка. Сейчас все хорошо перемешаем. Вот так. Как вкусно. Сейчас мы сюда отправим лук.
Дадим прогреться луку, друзья. Вот такая красота с луком уже борется, видите? Друзья, лук прогрелся. Давайте добавим помидорчики наши. И хорошо перемешаем. Пусть прогреются помидорчики. Вместо воды мы взяли такие вот кубики говяжьего бульона. И растворим их в пол-литра горячей воды, чтобы добавить в наше блюдо. Ну а пока сделали маленький огонь, пока чайник греется, друзья, давайте нарежем огурчики. Огурчики у нас соленые. Вот такими полосочками мы их нарежем, друзья. Пойдем разбавлять наш бульон. Ну вот, друзья, все наши ингредиенты прогрелись хорошо. Давайте будем добавлять горячую воду. Мы взяли здесь 600 мл горячей воды. Какая картошечка вкусная. Или 600 мл воды, бульона вернее. Сейчас он начнет кипеть, минут 5 прокипит. Мы добавим перец зеленый и красный. Рецепт от Мишани, друзья, но очень вкусный. Я думаю, сейчас мы уже можем отправить 2 лавровых листика. Вот так. Перчик по вкусу. Вот так. Так. Возьмем красненький острый перец. Вот так. Уже красиво. Вы видите, как перчик красненький, он остренький. Лавровый листок. Добавим сразу перчик. Сладкий, болгарский. Ну, ребята, обязательно мы присолим еще немножко. Сделаем маленький огонь и будем томить до готовности мяса. Вот так. Все. Друзья, такая красота у нас медленно томится. Секрет моего соуса. Он и не жидкий, он и не густой. Я просто дал много лука. Лук, когда разваривается, он превращается в соус и загущает его. Ни муки, ни крахмала, друзья, я не добавлял. Это все много лука, который загущает соус. Это секрет вкуса от Мишани, друзья. В сезон я никогда не пользуюсь помидорами в банках, в собственном соку. Только свежие помидоры, друзья. Потихонечку бурлит. Друзья, наш шедевр, наше мясо практически готово. Давайте добавим картошку. Прогреем картошку, а через минут 5 будем бросать чесночок, огурчики соленые наши и зелень. Давайте бросим картошечку. Смотрите, как она красиво зажарилась картошка наша. Вот так. Распределим ее. Красота с картошечкой. Сейчас нарежем зелень, друзья.
Вот половину зелени отправим сейчас, а половину другую при подаче. Вот такая красота, друзья. Обязательно давайте добавим чесночок. Чесночок вот. Давайте нарубим зеленый острый перчик. Бросили зеленый перчик наш. Сейчас огурчик есть следом. Вот так. Хорошо все перемешаем. Попробуем на специи и на соль. Мы бросили огурчики, они 5 минут уже проварились. Попробуем на специи. Что за божественный бульон получается, соус. Ой, какой он вкусный. Все в нем хватает. Все. Друзья, наше блюдо почти готово. Давайте добавим немножечко рассола от огурчиков. Размешаем, видите, все целая картошечка, ничего не разварилось. Это благодаря томатной пасте была кислота и не разварила нашу картошку, она осталась целой. Давайте попробуем. Обалдеть можно. Я думаю, можно выключать азу. Она готова. Накроем крышкой. Пусть напитается. Пусть отдохнет, а потом будем, ребята, пробовать. Это очень вкусно. Азу татарская от Мишани, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, друзья. Пользуйтесь моими рецептами. Они очень вкусные. Ну что, друзья, пришло время продегустировать наше блюдо. Смотрите, какое красивое, насыщенное. Запах обалденный. Будем пробовать. Так, давайте возьмем себе, попробуем блюдо. Посмотрите, какая это красота. Посмотрите. Какая это красота, друзья. Шедевр, настоящий шедевр, друзья. Ну и перчик, друзья, остренький, классный. Смотрите, какая красота у нас получилась. И огурчик, и перчик, и мясо, и картошка не потеряла свою форму. Давайте присыпем острым перчиком, хлопьями острого перчика. Вот так. Нарубим зеленушку и посыпем. И пойдем пробовать. Друзья, вот такое вот шикарное блюдо у нас получилось. Татарская азу от Мишани, ребята. Пользуйтесь моим рецептом, и вам будет очень вкусно. Блюдо действительно получилось обалденное, друзья.
И огурчики, вот видите, и огурчики видны, и мясо, и картошка не развалилась. Друзья, блюдо получилось обалденное, ароматное, соус насыщенный, очень вкусное, друзья. Я люблю с лимончиком, очень вкусно, с дополнительной кислинкой. Давайте добавим зелень, друзья. Ну и поужинаем. Вот это, друзья, летний вариант блюда от Мишани. Друзья, картошечка получилась мягкая, очень вкусная, но она не разваливается. Она просто обалденная, нежная. Посмотрите на это мясо. Посмотрите. Мясо даже жевать не надо. Ну и все остальные овощи, друзья. Вот перчик красный. Огурчики, друзья, получились слегка аль денто. Помидоры. Они не развалились, потому что я не снял с них кожицу, друзья. Посмотрите, какое мясо. Нет слов, друзья. Одни эмоции. Пользуйтесь сезонными овощами. Пользуйтесь моими рецептами, и вам будет очень вкусно, а мне будет приятно. Мира, добра и всего самого наилучшего. Всего доброго, друзья.